«Бесконечная шутка» — это роман, который задумывался как великий американский роман, и, собственно, так и вышло. Про него писали, что самый главный персонаж, которого он создал в своей жизни, это он сам. То есть кто-то там создал Дон Кихота, кто-то, условно, Геккельбери, но Дэвид Фостеру Уоллесу создал Дэвида Фостеру Уоллеса. Это очень интересно. И в его эссе действительно есть такой персонаж Дэвид Фостер Уоллес, который там ездит на какие-то ивенты, их описывает, и он действительно ужасно обаятельный, и с ним ужасно интересно проводить время. Он вырос в профессорской семье, вплоть до того, что в доме его отца была огромная библиотека. Одно из первых его воспоминаний с детства, что его родители перед сном читают друг другу Уоллеса. То есть человек было предначертано заниматься наукой, литературой, лингвистикой. В школе, в университете он был всегда на первых ролях. И что меня больше всего, допустим, поражает в той же «Бесконечной шутке», то, что, условно, когда ты читаешь Франзена, это про средний класс, это проблемы цисгендерных белых людей. А Уоллес, несмотря на то, что он принадлежит там, к среднему классу, к профессуре и так далее, он написал книгу, в которой есть очень живой и продуманный, и прочувствованный голос именно рабочего класса. У него есть персонажи, синие воротнички, алкоголики и так далее. Вот это керуакская какая-то прослойка, которую он очень хорошо описал. За счет того, что он сидел там в реабилитационной клинике, много общался с такими людьми. Characters who become drug addicts, there is a form that the root in English of addict is the Latin addicere, which means religious devotion. It was an attribute of beginning monks, I think. There's an element in the book in which various people are living out something that I think is true, which is that we all worship, and we all have a religious impulse. We can choose to an extent what we worship, but the myth that we worship nothing and give ourselves away to nothing is simply sets us up to give ourselves away to something different. For instance, pleasure, or drugs, or the idea of having a lot of money and being able to buy nice stuff. В его работах меня привлекла его, может быть, привычка самообнажаться. Это то, чего мне не хватало именно в постмодернизме в американском, то, чего было довольно мало. А тут я открыл человека, который разговаривал, в общем, о своем психическом состоянии, был очень откровенен. Его «Бесконечная шутка», она наполнена пассажами, где очень подробно описываются эмоции человека, там, условно, который хочет покончить с собой, в депрессии находится. Это, мне кажется, очень важная тема, особенно сегодня. Самое одиночество, для него это, в принципе, была одна из главных тем. Он же то ли в интервью, то ли в письме Франзену он говорил, что для меня писательство — это способ попытаться быть не одиноким. И, в общем, «Бесконечная шутка», там буквально какие-то афоризмы проговариваются, что уединение — это непроизводное от одиночества. Для него это было очень важно, что бывает одиночество вдвоем, бывает одиночество в толпе. Одиночество просто, когда ты не можешь сделать так, чтобы то, что ты говоришь, было тем же самым, что слышат окружающие тебя люди. Буквально, опять же, «Бесконечная шутка», она начинается со сцены, где герой разговаривает с людьми, а потом оказывается, что они слышали только какой-то бессмысленный лепет, который он говорил, потому что он был в истерике. Ближе к концу другой герой лежит в клинике, и за счет того, что у него трубка, подключен он к аппаратам, он не может говорить. И Уоллес эту тему педалирует на протяжении сотни страниц. То есть для него это очень важная тема. Неспособность сказать что-либо. Поэтому, мне кажется, он такой многословный был всегда. Человек, которому все время казалось, что если я не наверну здесь 200 страниц, меня, наверное, не поймут. Это одна мысль. Поэтому он такой многословный. It seems to me that reality is fractured right now, at least the reality that I live in. The difficulty about writing about that reality is that text is very linear, it's very unified. And I, anyway, am constantly on the lookout for ways to fracture the text that aren't totally disoriented. I mean, you can take the lines and jumble them up, and that's nicely fractured, but nobody's going to read it, right? So there's got to be some interplay between how difficult you make it for the reader and how seductive it is for the readers, so the reader's willing to do it. The endnotes were, for me, a useful compromise, although there were a lot more when I delivered the manuscript. And one of the things that the editor did for me was had me pare the endnotes down to really the absolutely essential. Главные черты, которыми он определяется, это буквально человек-энциклопедия, который
Я, как я уже говорил, читал энциклопедии, любил их цитировать. Один из его героев, Хелен Конденсо, он буквально как бы его альтер-эго там. Noticing Machine — это его критики так называют, потому что человек интересовался всем. Like, I don't know what's in your mind right now. God knows I don't know what's in his mind right now. There is a way for me, and I'm not really talking, I'm talking more as a reader, that when I'm reading something that's good and that's real, I'm able to jump over, I'm able to kind of jump over that wall of self and inhabit somebody else in a way that I can't, you know, that we can't in regular life. Это роман обо всем. Это же очень американская штука. Условно, у нас там есть писатель, и он как бы пишет роман за романом, развивает какую-то тему. А для Америки это супер важная тема. Ты должен написать Great American Novel, иначе ты не Great American Writer. Очень мало в Америке писателей, у которых нет типа центральной книжки, по которой можно судить. А там исключение может быть там Фолкнер, у которого вроде как нет какой-то краеугольного камня, у которого все романы, они собираются в один большой метароман «Проехал на поток». И когда любой амбициозный молодой писатель что-то начинает писать, его мечта написать что-нибудь типа страниц на 1000, который будет про все. И просто «Бесконечная шутка» — это роман. Это тот редкий случай, когда автор задумал, и у него получилось. Поэтому вот этим, видимо, в этом его фишка. Это великий американский роман, который задумывался как великий американский роман, и, собственно, так и вышло. Он считался и считается сейчас одним из там, первых борцов с постмодернизмом. Во многих интервью он это открыто проговаривал. When I mean postmodern, I'm talking about maybe the black humorists who came along in the 1960s, the post-Nabokovians. I'm talking about Pynchon and Barthélemy and Barth. DeLillo in the early 70s, Coover, and I'm sure I'm leaving out a lot. A lot of the shticks of postmodernism, irony, cynicism, irreverence, are now part of whatever it is that's enervating in the culture itself, right? Burger King now sells hamburgers with "you got to break the rules," right? So I don't really consider myself a postmodernist. I don't consider myself much of anything, but I do know that that's the tradition that excited me when I started to write. Буквально по пунктам, что его не устраивает. Это нарциссизм, увлеченность какими-то мелкими формами. В его эссе о Достоевском, опять же, из «Consider the Lobster», там буквально есть абзац, который мне нравится цитировать, о том, что постмодернизм приучил нас, что мы должны прятать типа какие-то свои искренние чувства. Быть искренним — это значит проявить слабость. Он, в общем, восстал против этого. Для него там в «Бесконечной шутке» это много раз проговаривается, что быть слабым значит быть человеком, быть сентиментальным значит быть человеком. И как бы он открыто и говорит, что я отказываюсь от того, что делали Абда и Крот и так далее. Я буду делать наоборот. Что бы вы сказали Дэвиду Фостеру Уоллесу, если была такая возможность? Я бы поговорил с ним про Делила, вот это мне было бы интересно. Потому что в одном из интервью он говорил, что когда у него спросили, а есть какой-то человек там из истории, с которым вы могли бы проехать там Америку на автомобиле, он сказал, да, это Делила. Он настолько его любил и уважал. И мне тоже он очень нравится, поэтому я бы, наверное, с ним поговорил, что он думает о Делиле вообще.